Что хочешь, просто прокатиться или куда-то съездить? Бревна. Ты можешь стоять и вот здесь. Ладно, не кружи-то по нему. Так. А что ты не звонишь? Сейчас. Старый твой шлем, да? Или который мы крутили? Не, который мы крутили. Это я сам делал уже. А, тоже закручивал? Да. Я им не доверяю. Ну, понятно. Я, короче, начал приклеивать и... Слушал, чуваки тоже делали за 600 евро камеру, да? Не за 30. И был выход один и тот же. Ехали и на ветре так начал отклеиваться и полетело. Чуть вот так со стороны давит. И... Да? Да ну нафиг она нужна? У меня и такой есть микрофон здесь для кафе. Он, к сожалению, для коммуникатора этого. И через Bluetooth звук не так переходит, как я хотел. Да-да. Нет, из-за этого я пишу сейчас на телефон звук. Что хочешь, просто прокатиться или куда-то съездить? Ну, чуть-чуть прокатимся здесь. Постоянно куртка расстегивается. Липучка на куртке не держит нифига. Сейчас такой дадим маленький мотопробег. Пару сотен километров для поддержания тонуса. А то недельку не выезжали, но не получалось. Не до этого было. Работа. Термины. Ну, теперь как бы надо нагонять. Кстати, визор поднимаешь, сразу должен быть звук другой. Оно так интересно прям. Я вот последние две покатушечки выходили, там у меня был визор темный. Вот такой, тонированный. Теперь я одеваю свой нормальный шлем. Здесь у меня визор прозрачный. Мне прям дико. Едешь, прям все видно. Ну, как он, аквариум. Буду еще делать отдельный ролик про 4 июля. Это было... Это еще, кстати, продолжается. Это еще будет. Ну, то есть, вот эти все выезды, заезды, они еще не закончились. Еще это все идет. Чтобы, типа бастовки, чтобы не закрывали ничего. И я думаю, отдельный материал подсобираю, и ролик будет чуть-чуть длиннее обычного. Вот едут байкеры спереди, точно вот никуда не торопятся, спокойно. Вот один из них едет уверенно, а второй прям в руль вцепился. Наверное, права недавно сдал. Вот такие лесные дорожки, прям ты едешь, кайфуешь от свежего воздуха. Во, четкая тема. Прям я тащусь. Мне это очень-очень нравится. Таких у нас есть несколько парков недалеко. В следующий раз можно будет добраться. Единственная хрень, здесь ремонтники дороги вот решили насыпать мелкий щебень, отремонтировавшие этим как бы дорогу, трещины. Они ее намазывают клеем, насыпают этот мелкий щебень. А для нас это как бы смерть. Это очень-очень страшно. Сейчас как бы вот еду вот аккуратно уже в поворотах. Я его даже не закладываешь, потому что у меня такое что-то предчувствие есть, если я сейчас начну закладывать, где-нибудь что-нибудь может пойти не так. Вот здесь уже более-менее гладко. Если кто запомнил номер твоей машины, тебе приедет все-таки полиция. Мы же все-таки в Германии, это же не Россия. Кстати, вот местная деревня. В брюшке лежит асфальт. Этот асфальт до того гладкий, даже местами люки бывают, но без люков как? Это канализация. Едешь в деревушке, такое прям полотно гладчайшее. Едешь себе. И прям вообще пыли нету. Пыль? Не видал. Ой, смотри, какая гора. Ну, красота прям. Ты едешь тут, кайф прям. Я прям тащусь. Вот поставили свежие вентиляторы. Да нет, это не вентилятор. Это вырабатывает электроэнергию. Бревна. Откуда дровишки? Тоже что-то Ямаха, наверное, или что-то такое новое. Кавасаки. Непонятно. Вот мотоциклы сейчас некоторые до того похожи друг на друга стали. Раньше можно было уже по задней части мотоцикла сразу сказать, ага, Сузуки передо мной, это джиксер какой-нибудь там или какой
какой-нибудь, я не знаю, Undercade, TDM. Даже вот глушители, у одного просто такая хромированная каемка есть. И есть предположение, что один из них вот новый асфальт. Ох, сейчас прям, ой, какой мягкий. Ё-моё. Так, мы куда едем? Я уже за ним буду ехать, мне надоест уже. Что это у нас за мотоцикл такой? Так, у одного SV написано, это Кагива, а у другого что-то там тоже есть. Ё-моё. Сейчас только что мне хотела в каску залезть бина. И это бина, ну, пчела очень большая. Или это даже бушмель. Ё-моё. Вот это я чуть-чуть так напрягся. Где такое может произойти? В Германии? Вообще не понять. Что за дела такие? Да что ты, блин? О, совсем остановился. Ах, ну, смотри, тут шуруп. Он сразу чувствуется, в деревню приехали. Пахнет сеном и говном, как положено. Так, willkommen. Да, я вам тоже рад. Что, заблудился опять? Нет, посмотри, тут пчелы нету нигде. Да нет, вроде. Залети. Не прикольно было бы, если бы она тебя укусила. Вот и вот я еду такой, вот здесь начинает залазить. Аж этого вот так. Так. Обосрался. Не хватало еще. Да это там, это не я был. Ну здесь можно еще полирнуть хоть чуть-чуть. Вот это да, вот это лишнее, это до лака достало. Я тебе наклейку подарю. С мальчиком одним недавно катался, у него BMW. В это время кажется, что у меня либо с коробкой проблемы, когда он рядом, либо пищит как-то, свистит. И это и нормальный звук BMW. Окей. Че так? Нет, да. Сейчас пшеницы покосим и поедем на булочки, смотри. Ой, красота какая. Красиво пшеница. Так. Что, пару часиков еще есть. Так. 10? Отлично. Было сколько? 12 домов? 15? Да, примерно. Вот стоишь 10 минут, машин нету. Начинаешь выдвигаться. И сразу какие-то движения пошли. Вот здесь переезд еще более или менее такие между рельсами резиновые платы лежат вообще. Иногда прям переезжаешь через рельсы четко, ровно. Зеленая стрелочка опять у меня. Зеленая стрелочка, зеленая стрелочка. Человек за мной едет сзади. Зизер сзади. Вот, допустим, вот типичный город, где население чуть-чуть побольше, где две полоски идут, и удобно. Не надо, можешь обижать спокойно других участников дорожного движения. Все по закону, а не так, как у нас в деревне будут говорить: вот он меня обогнал. Как бы все друг друга едут, так обгоняют. Что это надолго? Ты можешь стоять и вот здесь на шлагбауме. Такой закон подлости. Сейчас заглушу мотор, поедет поезд. Не заглушу, будем еще минут 5 стоять. Чё-то нифига, да? Да? Поезда нету. О, вон он есть.
На, ну вот, видишь. Смотри, как торопится. А, ну. Он очень медленно. Но вот в населенном пункте вот у них скорость, наверное, едет километров 30-40 в час. Потому что очень близко стоят дома. И быстро ему проезжать нельзя. Так, ну что, что-то это подозрительный мне коридор освободили пустой. Вы на что намекаете, товарищи? Так, Зальцкотен. Да, ой, мы даже правильно едем, кстати, вот. Поворачиваем здесь направо. В масках, кстати, очень много придерживаться стали, прям. Иногда вот спортсменки без масок бегают. В маске бегать, ну это прям вообще дичь какая-то. Я люблю зеленые стрелочки. Поехали. Чуть нифига не едет. Q7. Да что ты будешь делать, а? Красный светофор. Вот, наверное, вот причина сегодня будет номер один. Почему я ненавижу город? Красный светофор. Зеленый. Цены последние деньги непростые, пока еще демократичные. Ну, то есть можно еще время от времени выкатывать и нормально. Я помню в том году, лето 19-го, когда я путешествовал до Баварии, ну, стоил рубль. 1 евро 55, 60, 1 евро 60 центов. Стоил литр супера, ну, 95-го. Это прям такая спортивная цена. Ну, то есть, чтобы вы понимали, сейчас стоит 98 октанов или 100 октанов ультиматум. В Германии на данный момент так примерно в пределах евро 29, евро 28. А тогда это было больно. Ну это вообще куда ни шло, блин. Вы что, говорю, творите-то, ребят? Главное не кружиться по нему. Я думал, сейчас если еще раз заедешь, обратно в это. Не, мы вот так полкруга дали. Вот оно преимущество двухполосного движения. Когда чувак взял так в сторону, раз, мы можем его спокойно обогнать, и нормально. И, в принципе, не нарушаем. Еще удобно. Да, фотоаппаратов понаставили. Прям не жалеют. Ё-моё. Улыбаемся. Раз, два, 3 камеры стоит. Обалдеть. Чтобы вдруг кто-нибудь проскочит мимо. Нет. Чтобы все по деньгам проезжали за бесплатно, чтобы никто здесь не фотографировался. Вон и полиция. Да, кстати, после вот этих вот скандалов дизельных в Германии пересела полиция на Ford, на Mercedes. А то он не ездили у нас тут на Volkswagen. Все. Volkswagen. Осталось еще, наверное, на севере, где их производят, там еще ездят местами. В Баварии всю жизнь была BMW в приоритете. Ну, понятно, да?
где что строят. Старый автобус какой, американский. Ну что, едет он, номера еще с Голландии. У нас такой большой в Детмоле есть. Едет на велосипеде. Еще одна упертая. Я буду ездить на велосипеде по дороге. Вот это корч. Вот это вообще тема. Тут я понимаю, VRX. Смотри, как новые, перекрашенные. Вообще у нас такое встречается редко. Чувак, кстати, сидит справа за рулем. Это чисто японская тема. Вот. Не знаю, что в этих поворотах тебя ждет. Вот уже тоже потрескался асфальт за зиму. Ё-моё. Все же было отлично. Раньше был такой гладкий асфальт. Улетел. Улетел. Опять заблудился? Нет. Там стояла умляйтунка налево и направо, да? Вот тебе, пожалуйста. Сейчас поедем так. Не надо было просто подъехать, отодвинуть эти ограждения. А нет, кто знает, может они там дальше ковыряются.